Привет-привет! Меня зовут Людмила, и с вами Таро в потоке. Ну что, дорогие, давайте посмотрим, что же сегодня нам с вами покажет поток. И наш сегодняшний разбор называется так. Что он почувствовал, когда между вами все оборвалось? И у нас сегодня будет 3 позиции. Пожалуйста, загадывайте своих любимых, своих мужчин. Ну, судя по всему, тех, с кем вы расстались. Да? Значит, первое, что мы с вами сделаем, это небольшую сигнификацию самого мужчины, да? Его так называемую характеристику, или в каких энергиях он сейчас находится, или в целом, что это за человек. Все то, что поможет вам определиться, да, вашу ли вы выбрали позицию, ответит ли она конкретно на ваши вопросы. Значит, после сигнификации мы с вами посмотрим, что же человек почувствовал, когда между вами все оборвалось. И возьмем совет для вас, что вам делать, да, сейчас, как себя вести, собственно говоря, с данным человеком. Итак, двоечки, троечки идут у нас в ожидании. Мы начинаем с единичек. Кто к нам пришел, да, что за человек, в каких энергиях он сейчас живет свою жизнь. Угу. Ну, что я могу сказать? Здесь мужчина, который не страдает от одиночества, да, я бы так сказала. То есть здесь мужчина, который окружен большим вниманием женщин. Или он его сам ищет и создает себе, да, небольшой такой гарем вокруг себя. Или же, ну, собственно, он может быть каким-то красавчиком, умничкой, успешным, да, и женщины вокруг него вьются. Ну, я вижу как минимум 3 женщин, одна из которых то ли жена, то ли бывшая жена. Вот. Ну и 2 женщины, ну, судя по всему, это или подруги боевые, или любовницы, что-то в этом роде. Значит, вы можете быть как женой, да, этого человека, потому что здесь как раз с женой тоже все оборвалось, так и одной из его потенциальных любимых, да, потому что с ними здесь тоже все, собственно говоря, не очень хорошо. Вот, значит, что из себя представляет мужчина? Человек не очень зрелый, но очень энергичный. Незрелый почему? Потому что он не любит брать ответственность за свою жизнь. Этот человек может жениться, может родить ребенка или детей, но он всегда будет еще одним ребенком. Да? То есть вот какой он отец, к примеру, если у него есть дети. Он играет с детьми, он с удовольствием ходит с ними в бассейн, водит их на секции, в какие-то аттракционы, да, может их повести на какие-то аттракционы. Но когда ему нужно принять какое-то взрослое, взвешенное отцовское решение, да, решить проблему и оплатить какое-то обучение, да, то на это он не способен. То есть он, как еще один ребенок, может участвовать в каких-то детских мероприятиях, но как отец взять ответственность, оплатить, решить не может. Вот, значит, здесь человек, который воспринимает жизнь как, знаете, постоянную игру и постоянную борьбу. Ему очень скучно жить, если не происходит вот каких-то, знаете, таких эмоциональных событий. Ему надо с кем-то ругаться, вступать в какой-то конфликт. Если этого конфликта нет, ему очень скучно. Или его нужно постоянно чем-то веселить, увлекать, какие-то путешествия, какая-то скорость должна присутствовать. Иначе ему становится скучно. Почему? Потому что внутри присутствует очень большая пустота,
ненаполненность самого человека, да, потому что каждому человеку должно быть интересно прежде всего самим собой, да, как говорится, с самим собой. Вот. А уже потом искать какого-то общества. Да? Здесь мужчина развлекается и увеселяет себя постоянно при помощи женщин, потому что вокруг него их всегда множество. И в принципе он никогда не будет верным и никогда не будет любить одну. Ему скучно в постоянных отношениях. Он их может создавать, потому что так как он вечный ребенок, ему нужна мама, да, то есть он ищет жену себе как некий образ матери дополнительный. Вот, значит, но при этом он не будет этой жене никогда верен, он будет постоянно как бы бегать между нескольких девочек. Одна ему дает секс, другая ему дает нежность, третья ему дает интеллектуальное наполнение, ну а четвертая жена обеспечивает быт. Да? То есть вот примерно так, примерно так. И вот он считает, что у него есть особый талант завоевывать женское расположение, что вот он такой женский какой-то любимец, угодник, что стоит ему только брови повести, да, и женщины сразу начинают припадать к его ногам. Вот, значит, обманщик, этот человек, он очень много врет. Очень много врет. Ну, понятно, когда у тебя такое количество женщин, да, приходится, собственно, врать, потому что надо же как-то время на это все выделять. Вот, значит, он обманщик, он лгун. И самая большая проблема, что он лжет самому себе. Он себя всегда во всем оправдывает, и он всегда говорит, что виновата какая-то женщина или виноват какой-то другой человек, но только он никогда не берет на себя ответственность, никогда не берет на себя какую-то вину в ситуации. Значит, нам говорят о том, что сейчас он находится в каких-то временных, как он считает, ограничениях, и он пытается из них выбраться. Ну, я уж не знаю, что это за ограничения, да. Давайте будем переходить к главной теме нашего сегодняшнего разбора. Что же он почувствовал, когда между вами все оборвалось, да? И, в принципе, неважно, кто вы, императрица, с которой он мог расстаться, или все-таки одна из его потенциальных любимых. Сейчас посмотрим. Все между вами оборвалось. У него сейчас со всеми тремя женщинами все оборвалось, которые у него, в принципе, были в его пространстве. Что он почувствовал конкретно из-за вас? Какой он поверхностный, девочки. Просто ужас. Какой поверхностный человек. Значит, что он почувствовал? Сначала ему было очень плохо, он заболел. Он заболел. И у него были какие-то такие, знаете, кошмарные сны, ужасные мысли. Он думал о том, что он сойдет с ума, потому что вы действительно были для него счастьем. И этот человек испытывал рядом с вами огромное количество счастья. И, скорее всего, вы старше, скорее всего, вы мудрее этого человека. Потому что вот он был счастлив, как ребенок. Но был один аспект отрицательный для него, да, это вот в его восприятии ваших отношений. И это какие-то ваши упреки и поддевки. Вы его все время поддевали, да, показывая ваше превосходство. Вы все время ему как будто бы намекали на то, что он не до конца умен, не до конца хорош собой, да, и вообще вы как бы с ним из жалости общаетесь. То есть были какие-то такие вот моменты, которые вы не устраивали, но в целом вы создавали с собой иллюзию некого счастья, расслабленности. Вот он рядом с вами испытывал такое первозданное счастье, когда, вот знаете, у ребенка начинаются летние каникулы.
И у него нет никаких забот, хлопот, где ему достать кусок хлеба. Все это делают родители. У него одна проблема – школа. И вот эта школа, она закончилась, начались каникулы, да, и бежит этот ребенок, выбежал на улицу, счастье такое. Солнце светит, друзья ждут, никаких забот. И вот это вот счастье, такое первозданное, безусловное, данный мужчина испытывал с вами, пока вы были в отношениях. Ну, приправленное вашим перчиком. Да? Значит, и когда же между вами все оборвалось, естественно, это, знаете, как будто бы у человека забрали воздух, да? Мгновенно забрали весь воздух. И он не может вздохнуть. Вот такое у него было чувство. Ну, он, конечно, потом задышал, да, подуспокоился, осознал и ушел в состояние такого переваривания каких-то мыслей, переваривания каких-то слов. И этот мужчина очень много времени проводит в ментальных жвачках, назовем это так, да, потому что это не анализ, не обдумывание происходящего, это жвачка, которая постоянно жуется, вот, и, ну, она, по сути, выводов никаких не приносит человеку, но в голове постоянно присутствует. Вот, значит, он очень много думал, он приболел после этого, и мысли его не привели его ни к чему хорошему, на самом деле, никаким осознанием и выводом не привели. Он впал в состояние такой тоски, скучания безумного и ощущение, что его бросила мама. Ощущение, что он сидит в лесу, он заблудился в лесу, и мама вроде как только что была с ним, шли по грибы, да, и вот она куда-то делась. И он сидит на пенечке и не знает, что ему, собственно, делать, кто его выведет из этого леса и вообще как бы не бросила ли его мама. Вот такое у него было ощущение, вот такое. После этого он долго думал вам написать. И очень многих будет, что он писал вам. То есть между вами все оборвалось, но через время вы получили от него какое-то сообщение, ну, классическое сообщение «Привет», да, а додумай дальше сама, что я тебе там писать. Вот. Или пустое сообщение, да, когда вы открываете утром какой-то мессенджер и видите, что сообщения стерты. А если это, например, Telegram, да, то там можно удалить чат так, что вы не узнаете. То есть он мог писать вам, а потом вовремя очухаться и стереть. Но то, что у него была мысль о том, чтобы вам написать, это однозначно. И также этот человек вот прям на какой-то момент потерял почву под ногами, потому что вы важная женщина. Тут очень-очень многое, да, многое говорит о том, что вы реальная императрица, может быть, бывшая жена. Потому что вы были для него какой-то основой. Вот знаете, солнце всходит, и мы знаем, что оно обязательно взойдет. Неважно, какое время года. Вот вы были для него этим солнцем, которое обязательно взойдет. Вот. Ну и естественно, да, когда человек понимает, что его солнце погасло навсегда, ну, первое, не верит он в это, что солнце погасло навсегда. Он думает, солнце можно вернуть. А когда все-таки это осознание приходит, тут, конечно, и психи, и истерики, и топание ножкой, он же как маленький ребенок себя ведет. Вот. И приболел заинька наш. Вот. Но по сути, да, по сути, какие осознания у него сейчас на данный момент? Я просто их не вижу, да, поэтому я... Ну, а какие осознания сейчас? Вы плохая. Вы плохая, то есть у него нет осознания того, что вы в чем-то правы, да, и надо было вести себя по-другому. Нет, он по-прежнему считает, что вам нужно было вести себя по-другому. Я бы сказала, что сейчас этот человек вообще пребывает в состоянии злости, агрессии
И если между вами возникло бы какое-то общение, он бы вас укусил, ну, не буквально, конечно, да, вот, или вообще, в принципе, это может указывать на желание отомстить вам, желание сделать вам больно. Что-то его пока от этого останавливает, но, тем не менее, как бы состояние злости и агрессии присутствует. Да, человек пережил тяжело ваше расставание, но это не привело его к каким-то таким правильным выводам, я бы сказала. Но он вообще не склонен делать правильные выводы. Хорошо. Совет для вас. Совет для вас. Угу. Так, ну, совет здесь однозначный – бежать. Бежать и вообще строить свою новую жизнь. Может быть, у вас есть муж, на которого стоит обратить внимание, да, как на мужчину. Видимо, давно вы этого не делали. Или, возможно, вы собираетесь снова замуж. А если не собираетесь, то скоро у вас появится пентаклевый король, ну, который вас, возможно, пригласит в этот замуж. Потому что для вот этого мужчины в вашей жизни скоро не будет места. Или его в принципе нет в вашей жизни для него. Значит, здесь говорится однозначно, вам нужно отвернуться от него, и вам нужно двигаться в совершенно другую сторону. У вас будет куда двигаться, это совершенно другой мужчина. Совершенно другой мужчина. Значит, но, девочки, здесь вам придется вот прям держаться. Потому что вскоре заявленный товарищ объявится со своей любовью. Вскоре он, значит, соскучится или, возможно, не будет никаких женщин дополнительных, да, приставать к нему в ближайшее время, он соскучится. Он же не может без эмоций, он не может без женского внимания. Поэтому здесь человек скоро появится и будет просить у вас шанса на восстановление ваших отношений. Но совет для вас однозначный. Да, уходить в новые отношения. Или, если муж есть, обратить внимание на него, возможно, у вас возникнет какой-то второй виток ваших отношений с конкретно вашим мужем, да, или появится мужчина для серьезных отношений и для замужества. Но вот к этому возвращения быть не должно. Потому что здесь человек, ну, во-первых, он очень своеобразный, да, у него от любви до ненависти вот прям полшага буквально. Он очень быстро может начинать разговор с любовной какой-то темы, с любовных проявлений. Да, и если вдруг ему что-то не нравится, моментально выходить в агрессию, вплоть до того, что орать, там, подбежать вас придушить и так далее. Ну, то такое, знаете, человек, который себя очень-очень плохо контролирует. Вот, короче говоря, здесь совет один – бегите в новые отношения. Не думайте даже возвращаться. Благодарю вас. Двигаемся далее. Двоечки. Кто к нам пришел? Кто к нам пришел? Переживательный переживатель к нам пришел. Ой, Господи, что происходит? Человек здесь у нас прямо при смерти лежит. Ой, Боже ты мой. Все. Точки. Все кончено. Он нам сразу, что ли, хочет о вас рассказать? Ничего не пойму. Как будто бы недавно все произошло. Значит, что за человек перед нами? Ну, такой, знаете... Не то чтобы нарцисс, да, существуют же разные разновидности, да,
нарциссизма. Есть нарциссическое расстройство, есть проявление нарциссической травмы, да, то есть некая реакция на травму, которая была нанесена в детстве другим нарциссом. Есть какие-то нарциссические проявления в характере, да, которые не являются расстройством. Вот здесь скорее нарциссические проявления, определенные, акцентуации, если я правильно произношу. Вот, значит, человек очень хочет быть великим, очень хочет быть победителем по жизни. Он считает себя великим, он считает, что у него есть какие-то таланты, которые должны были гарантировать ему успех в жизни вообще в принципе. Вот, значит, ну, они ему не прогарантировали никакого успеха. И человек сейчас, вот в данный момент жизни, он получил минимум из того, что он хотел получить. Грубо говоря, да, он всю жизнь занимался спортом и успешно очень шел куда-то вперед, но так и не добился каких-то вершин в этом спорте, да, которым он занимался. А стал сейчас, например, тренером и видит, как его ученики получают олимпийские медали, например. Он завидует своим ученикам, находясь в определенной роли при них, да, но вот сам он вроде не до конца реализован. То же самое, если у него какая-то актерская карьера или сценическая карьера, да, допустим, человек-артист выступает, и вот он, ну, недостаточно хорош, ну, недостаточно велик, в голове все он велик очень сильно, а в жизни, в собственной реализации он недостаточно достиг каких-то результатов, да, для себя самого. Вот, значит, он хочет многого до сих пор и считает, что он заслуживает многое. При этом, мадемуазель Куку, вы что, опять? Слушайте, ну вот эти вот фокусы с Лисой, это, конечно, то еще удовольствие. Лисенька, а ты, может быть, вернешься? Ну, маме-то надо вот это все рассказать людям. Ты как считаешь вообще? Как ты считаешь, что мы будем делать? Значит, сейчас у этого человека очень серьезная проблема. У него буквально рушится его жизнь, рушится его представление о себе и вообще о каком-то будущем. И все это связано с какими-то блокировками, с окончанием, с башней, десяткой мечей. То есть здесь действительно произошло что-то ужасное в его жизни, да, и учитывая тематику нашего сегодняшнего разбора, да, он вполне может вот так сильно переживать из-за вашего разрыва. Да, то есть мы сейчас будем смотреть конкретно ответ на вопрос. Будем, конечно, пытаться смотреть, как вы понимаете. Ну, вообще, слушайте. Лиса говорит о том, что, друзья, не особо вы будете что-то тут смотреть. Ну ладно, сейчас мы давайте попытаемся ее немножечко... Лиса, Лиз, ты вообще... Чего легла-то? Что мне делать с тобой, дорогушенька моя? Ну, давай, мой золотой, давай, пожалуйста, пожалуйста. Ляг на свое место. Дай, пожалуйста, маме работать. Ладно? Ой, хорошая. Ну, такого еще у нас не было. Хорошо. Итак... Что же он почувствовал? Это еще и шерсти полным-полно. Сейчас я чихать начну. Что же он почувствовал, когда между вами все оборвалось? Что же он почувствовал, когда между вами все оборвалось? Она привязала меня, она ведьма. Боже мой,
вот, это справедливость тогда. Это он, короче говоря, ваш разрыв переживает, это пипец какой-то. Дело в том, что действительно вы для этого человека вот прям что-то очень-очень важное. Потому что, когда между вами все оборвалось, он здесь, в общем, очень сильно переживал и посчитал, что Господь Бог решил его наказать за что-то. И он до сих пор переживает ваш разрыв. Да, возможно, это произошло совсем недавно, потому что десятка мечей, башня. Я разрушен, я умираю, все, как бы нет смысла дальше жить. Вообще никакого смысла нет, потому что я, в принципе, жила одной лишь мыслью о ней. Да? Вот, значит, что же он почувствовал, когда все рухнуло? Он почувствовал колоссальную зависимость от вас и понял, что вы его привязали к себе невидимыми нитями какой-то невероятной энергии. Или вы практик, и этот человек считает, что вы сделали это сознательно. Ну, то есть привели какой-то ритуал, или же вы владеете квантовой ментальной магией, да, и через расстояние его к себе узелочечками привязали. Или если вы не практик, да, или вы практик, но человек об этом не знает, то он имеет в виду, что вы обладаете какой-то невероятной колдовской энергией, которая, вы знаете, вот пронизывает насквозь, ее невозможно забыть. Эту энергию потом ищешь в других женщинах, но не находишь ее, да, потому что у каждой женщины своя энергия. И здесь мужчина, конечно, очень сильно страдал. Вот буквально, как только все разрушилось, ему захотелось к вам бежать, нестись, в ноги падать: не бросай меня, любимая, я буду здесь, значит, на коврике где-то лежать возле твоей двери, только меня полностью не выгоняй из своей жизни. Следующее его ощущение – это как раз про Бога, да, про высшую справедливость. Вот меня наказали за то, что я себя плохо вел с кем-то еще, да, с другими людьми. Меня наказали ею. Меня наказали тем, что я так сильно хочу эту женщину, я так сильно, ну, по дьяволу все-таки это не совсем любовь, да, это же какое-то сумасшедшее притяжение, которое ничем не объяснимо. Я очень сильно ее хочу, но мне ее не дают. В этом есть высшее наказание, высшая справедливость. Это мне за мои предыдущие прегрешения, говорит он. Дальше, что он осознал? Он осознал, что вы очень меркантильны. Она же про бабки, она про деньги. Ей только деньги нужны. А я никогда не доберусь до этой вершины, да, чтобы дать ей столько, сколько она хочет. Ощущение такое, что человек почему-то осознал, что если бы он был более богатым, более состоятельным, вы бы типа его приняли и как-то смирились с его недостатками. Но мало того, что он полон недостатков, да, так еще и денег вам дать не может, еще и не богат. И вы его здесь немножечко подпнули. Здесь вообще ощущение, что вы были инициатором этого разрыва, сделали это бескомпромиссно, жестко и холодно, раз и навсегда. И мужчина здесь, вот, знаете, девчонки, не просто испугался, он прям вот, извините меня, наложил в штаны от страха, что вас больше не будет рядом. У него здесь разрушилось все его воображаемое будущее. Он себе уже напридумывал, что там, как вместе в четверке жезлов будете идти. Да, то есть он напридумывал с вами брак, он напридумывал с вами такое, знаете, вот прям безграничное счастье, удовольствие, когда деньги отовсюду падают, когда он может себе все что угодно позволить. Ну вот почему-то у него так это было. И все рухнуло, понимаете? Все рухнуло. У него с вами ассоциируется некое счастливое пространство, где вот всего полно.
Понимаете? Пространство изобилия, назовем это так. И без вас, вот представьте себе, разрушается его мечта об этом пространстве изобилия. В общем, шок. Шок был у человека, и до сих пор он присутствует, да, нам все-таки в сигнификации тоже эту всю историю показали. До сих пор он присутствует, этот шок, и никуда он, конечно же, не делся. Совет для вас, совет для вас, совет для вас. Совет для вас, совет для вас. Не делайте этого. Вот у вас сейчас в голове по просмотру нашего разбора. Или же, может быть, вообще в принципе были мысли насчет этого мужчины. Не делайте этого. Возможно, вы его пожалели. Возможно, вы хотите позвонить, написать, проявиться, сказать: да ладно, да я тебя простила, давай, иди обратно. Не надо этого делать. Не делайте этого, вам говорят. Совет для вас. Прекратите его опекать, прекратите проявляться, прекратите его прощать, прекратите делать какие-либо шаги к этому мужчине. Не жалейте его. Не жалейте его. Здесь человек такой, понимаете, когда вы что-то для него делаете хорошее, он это абсолютно не ценит. Он это воспринимает как должное. И в результате вы чувствуете себя использованной. А как только вы исчезаете, как только, ну, как бы происходит что-то ужасное, разрыв какой-то, все. А вот он на какое-то время готов жизнь положить для того, чтобы вас вернуть. Но для чего? Не для того, чтобы вы были счастливы, а для того, чтобы вы питали его эго, питали его пустой сосуд внутренней, да, души, потому что, ну вот некому ему напитать его. Поэтому не делайте этого. Совет вам такой. Не делайте того, что сейчас у вас внутри, ну, в виде определенного порыва, желания присутствует. И не надо его прощать, и не надо его жалеть. Да? Как бы жизнь хороша и без этого человека. Да, вы находитесь в Луне, то есть вы постоянно о нем думаете. Но это почему? Это потому что он сидит там, ковыряется в своей голове, в своих мыслях. И он вас постоянно будоражит. Но эта ситуация, она может идти только по кругу. Всегда, когда вам хочется вернуться к бывшему, вспомните, почему вы расстались, девочки. Вспомните, почему вы расстались. Помните о том, что люди не меняются, и через время это повторится. Если он вас обесценивал, был жесток с вами, он обязательно будет обесценивать вас снова. Как только пройдет страх, вот этот вот потери, да, страх остаться без вас, все, как бы все вернется. И боль, и обесценивание, и жестокость. Поэтому не делайте этого. Не делайте этого, вам говорят. Ну, чего-то, что у вас там в голове сейчас возникло. Хорошо. Благодарю вас, двоечки. Вот такой у нас сегодня вторая позиция, да, была с участием Лисы. Интересный такой был ответ. Уж я не знаю, каждый из вас воспримет это как-то по-своему. Позиция номер 3. Позиция номер 3. Человек, который что-то не получил. Так, у этого человека есть, знаете, такая интересная фишка. Он всем пытается доказать, что он очень добрый. Кстати, все 3 сегодняшних персонажа идут у нас пажами. То есть все 3 позиции – это незрелые мужчины. Все идут пажами. Хотя, я думаю, по возрасту им явно не 25 и не 23. Вот. В паже человек может быть, ну, максимум до 30 лет. Максимум до 30 лет.
Значит, ну и тогда это считается нормальным. А все остальное время, если человек находится в пажовых энергиях, это значит, что он не взрослеет, это значит, что он не сепарируется от собственной мамы или вообще от родителей. Вот, и находится все время на каком-то подсосе от сильных мира сего. Вот. Значит, окей, еще один пажик. Значит, человек, который мыслит категориями первого – быстрого секса, быстрого удовлетворения своих потребностей и постоянного разочарования в своих партнерах. То есть он быстро влюбился, любовь у него – это сексуальное желание. Если он захотел женщину, значит, типа влюбился. Вот, значит, как только он влюбляется, то есть испытывает сексуальное желание, ему хочется быстрого завоевания женщины. Если это получается быстро, да, если он раз, два, и она уже с ним в постели, он практически сразу испытывает чувство разочарования в ней и отвращения к произошедшему. Этот человек думает только о сексе. Вот если мы берем отношения и женщин, он думает только о сексе, что женщина – это сексуальная игрушка, сексуальное удовольствие, но не человек, не личность, не профессионал своего дела, да, то есть это все к женщинам не относится. Женщина только про секс. И самое интересное, да, он постоянно думает о сексе, он любую женщину воспринимает с точки зрения, какая она в постели, и ее всяких прелестей. И он испытывает отвращение к сексу, к женщине и к себе после этого секса. Ну, вот такая интересная психологическая особенность у этого персонажа. И, конечно же, вы, если между вами были сексуальные отношения с ним, могли это почувствовать на себе. То есть он сначала активно вас завоевывает, старается вот прям из штанов выпрыгивает. Побыстрее, давай побыстрее. Это все выглядит так, да? Потом вы оказываетесь с ним в постели, и сразу же после того, как все произошло, да, ну вот обычно люди, ну, на мой взгляд, да, должны после секса испытать нежность друг к другу, да, испытать какое-то такое расслабленное ощущение привязанности. Это уже, да, не вот эта вот первозданная страсть, а это действительно уже какой-то совсем иной взгляд. Но нежность, да, первостепенный трепет, первостепенно. А вы могли, да, вот с ним, учитывая вот эту его особенность, после сексуального соития, да, увидеть, как человек от вас отворачивается, что человек тут же встал там с вашего ложа и куда-то убежал. Человек не хочет прикасаться, человек не хочет обнимать, человек говорит грубые вещи, вплоть до того, что отстань от меня. И как можно быстрее он попытался уйти. Или, может быть, вот в процессе всего все было и нормально, но потом он исчез. Вот он только вышел, да, откуда-то, где вы все это производили, и все. И ни звонка, ни письма, ни голоса, ничего. Ну, то есть вот все это происходит из-за его таких вот особенных, да, особенностей. Извините меня за тавтологию. Окей, значит, что еще здесь говорится? Здесь говорится о том, что наш мальчик здесь очень эмоциональный, вспыльчивый, и он здесь заканчивает отношения одним росчерком пера, да, и одним взмахом руки. Если вы сказали что-то не то, вы в блоке. Если вы сделали что-то не то, вы в блоке. Он моментально обиделся, расстроился, психанул, заблокировал. Я думаю, что у вас такое произошло. То есть что-то вы не то сказали ему. Здесь с вашей стороны, он говорит, была какая-то агрессия.
Вот, вы что-то сказали, он вас, значит, тут же заблокировал. Он мог еще перед этим ответить, да, потому что такой тоже человек не сдержанный. Хорошо. Давайте смотреть, что же он почувствовал, когда между вами все рухнуло. Что же он почувствовал? Ой, ну да. Короче говоря, избегающий тип называется. Как только все рухнуло, и, скорее всего, он все это и разрушил, все. Он здесь и в короле жезлов, и в короле кубков. Да я же люблю ее, я ее хочу, я люблю. Верните женщину на место. Вот что он почувствовал. Что он почувствовал? Он почувствовал себя влюбленным. Он почувствовал себя, вообще он себя хорошо почувствовал на самом деле. Он почувствовал себя каким-то оцененным. Ну, вы знаете, может быть, это его ощущение, да, оно возникло из-за чего? Из-за того, что вы пытались сгладить ситуацию. То есть он, возможно, психовал, что-то такое вам говорил, а вы вместо того, чтобы злиться и агрессировать в ответ, вы могли попытаться сгладить, сказать: слушай, ну давай поговорим, давай обсудим все, что ты как бы барагозишь, товарищ. То есть вы вели себя мудро, как настоящая императрица. И он подумал в этой ситуации, что это его плюс, что вы так себя ведете, потому что вы до безумия влюблены, что вы в нем нуждаетесь, что он великий, понимаете, великий, что он настолько вам нужен, что вы готовы поступиться своими принципами, какими-то своими обидами, да, своим достоинством, лишь бы только вот удержать его рядом с собой. Вот, значит, и поэтому после того, как все разрушилось, и, скорее всего, разрушил это он почувствовал, что он влюблен, почувствовал себя на коне, почувствовал: блин, да я чувствую, что она от меня без ума. Вот так он почувствовал. И в то же время, ну и я же влюблен в нее. Я чувствую, что она моя императрица. Я чувствую, что, блин, я молодец. Ну, странное, конечно, здесь ощущение человека, да. То есть он почувствовал торжество над вами, торжество над ситуацией, но в то же время влюбленность свою, желание продолжать. И уж точно вот этот мужчина считает, что между вами не все закончилось, вот на тот момент, когда все там обрушилось, да, что между вами не все закончилось, что еще возможно, да, ну, что это вот такие милые бронятся, только тешатся, да, что это такая ссора, которая перерастет в еще большую любовь. Вот что он почувствовал. Обязательно напишите в комментариях, мои дорогие, из чего состояла ваша ссора, потому что, ну, парень здесь вот прям очень странный. Странное его восприятие, да? Поругались, он вас заблокировал и сидит, потирает ручки. Так, все, теперь я точно влюблен, потому что знаю, что она меня любит. Что это? Вот. Значит, дальше что-то он подрастроился. Здесь всякие чувства его стали одолевать, да, и страсть, и какое-то любовное томление, сердечное, и желание быть с вами нежным, и как-то вас утешить, и желание как-то вас развеселить. Что-то он его тут в разные стороны кидало, если честно. Значит, потом он расстроился, может быть, из-за того, что вы не стали бомбить во все двери, да, потому что, может быть, у него там есть разные аккаунты, разные телефоны, еще что-то, и он ожидал, что, заблокировав вас на одном,
аккаунте, что вы ему начнете писать с другого, добиваться, давай все-таки поговорим, ну что ты, давай выясним, ну пожалуйста, да, ну или из космоса начнете посылать ему какие-то сигналы, там пи-пи, пи-пи-пи, пи-пи, пи-пи-пи. Ну, короче, вы это не стали делать, и он расстроился. Расстроился, типа, а что это? Я ж ушел, почему не вижу погони за собой? Вот. Ну и, короче говоря, расстраивался он недолго, потому что у него существует убеждение колоссальное, что вы просто принадлежите ему, что вы его женщина, вы его любите. И он, ну, как бы думает, что он любит вас в ответ. И он успокоился тем, что ничего, сейчас пройдет время, пока я ничего делать не буду, но все равно я ее завоюю. Вот этими манипуляциями, которые я сейчас устраиваю, горячо-холодно, заблокировал, разблокировал, то я ее посылаю ко всем чертям, то я ей признаюсь в любви. Вот этими манипуляциями я ее обязательно завоюю. Ну вот. Какой здесь интересный мужчина. Вам, наверное, с ним очень весело. Хорошо. Давайте посмотрим совет для вас. Так. Совет для вас. Так. Здесь, скорее всего, это какой-то ваш тайный мужчина. Ваш тайный мужчина. Почему-то здесь показывают людей, которые тайно от всех стремятся друг к другу. И, скорее всего, действительно, вы к нему не безразличны. То есть его убежденность в том, что вы его там любите, захотите вернуться, она не безосновательная. Совет для вас следующий. Да? Безусловно, вам хочется эмоций, вам хочется чувств, и, скорее всего, вам хочется поддерживать какую-то тайную связь. Ну, там для собственного наполнения, что ли, для собственной легкости, для того, чтобы чувствовать себя живой, может быть, вот для этого. С этим мужчиной вы еще и соперничаете постоянно, кто главный в отношениях. А здесь, понимаете, ну, нет конкретного совета, продолжать ли вам или заканчивать ли вам эти отношения. То, что этот мужчина, если вы не будете двигать, ну, то есть первый совет, да, самый главный, не надо первой проявляться, не надо пытаться за ним бежать, вот делать то, что он ждет от вас, не надо. Пусть он выйдет в состояние сомнений в вашей любви, сомнений в том, что вы готовы сделать все, чтобы он вернулся, да, в этом случае повысится ваша ценность. Потому что пока вот он воспринимает свою влюбленность в вас как скорее влюбленность в себя самого и в то, что вы для него делаете, да, в некие состояния, которые вы создаете. Вот. Ему нужно пройти через определенное осознание, чтобы принять то, что вы тоже живой человек, и вам нужно что-то давать. Поэтому первое, не проявляйтесь первой. Не ищите с ним встречи, каких-то свиданий и так далее. Но, безусловно, когда он появится сам, он, скорее всего, вас разблокирует и появится сам. Не надо здесь агрессировать и пытаться искусать его в кровь. Да? То есть здесь просто карта показывает о том, что вы действительно сами хотите этих отношений. Да? И говорить вам о том, ну, не лезь к этому человеку, а то обожжешься еще раз, ну, бессмысленно. Вы все равно полезете, все равно обожжетесь. Возможно, у вас тоже такое, знаете, игривое отношение к этому человеку, и вы дополняете друг друга. Поэтому здесь просто совет самый простой.
Да, самый простой. Не надо идти первой на примирение. Дайте ему возможность хорошенько испугаться, хорошенько почувствовать ваше отсутствие. Может быть, если он начнет проявляться, какое-то время его лайтово поигнорируйте. Да, вот, ну, а потом там уже, как говорится, что будет, то и будет. То есть вот такое здесь. Вот такие советы, да, которые выходят скорее из того, что вы сами хотите и от чего вы сами не можете отказаться. Ну что, мои дорогие, вот такой сегодня у нас получился разбор полетов. Я благодарю вас за ваше внимание и, как обычно, хочу пожелать вам только одного: встретить свою настоящую любовь и не потерять в ней себя. Ну а мы увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока.